Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, какую с собой аптечку стоит везти в Таиланд. Честно говоря, я этим вопросом очень сильно озадачивалась, когда мы собирались, и даже читала очень много информации по этому поводу. И, набрала просто дофигища всего, чего не нужно было брать. Вот у меня тут в мешочке, если видно, тут у меня лежат набор кое-каких препаратов. Я надеюсь, меня за них сейчас не загребут никуда. Я знаю, что вот этот вопрос, какую аптечку с собой брать, очень остро стоит у молодых мам, потому что они набирают с собой прям пол-чемодана, там, всяких таблеток, полоскалок, всякой ерунды. И я хочу рассказать о том, что стоит брать, что не стоит брать. На самом деле, мне тут уже свезло столкнуться с тайской медициной не один раз и побывать в госпиталях, побывать в аптеках. И я взяла какой-то с собой минимум, просто показать, что нужно брать, что не нужно брать, потому что какие-то вещи у меня закончились, какие-то добавились. А на самом деле все, что вам нужно в Таиланд из аптечки, это ничего. Вам нужна с собой хорошая страховка с хорошими условиями, и этого будет достаточно. То есть, когда у вас что-то произойдет, да, вы можете спокойно позвонить своему страховому агенту, и он вас отправит в госпиталь. И там вам насуют антибиотиков, чего только нету. У тайцев антибиотики просто, я не знаю, они настолько широкой направленности, что они прям бомбят по всему. И если у вас какая-то вирусня, то тайские антибиотики, они 100% эту вирусню. Когда я ехала в Таиланд, я покупала с собой целую аптечку. У меня был парацетамол, все, забыла. Парацетамол, анальгин, панкреатин, хлоргексидин, перекись водорода. Что у меня еще было? Еще какие-то таблетки. Я даже не помню уже название каких-то таблеток. Что-то там от вздутия, что-то от аллергии было. В общем, какие-то такие базовые таблетки у меня с собой были. И на самом деле пригодились мне из них меньшая часть. Сейчас достану, что у меня тут есть. Парацетамол оставьте дома, не везите его. Вот это вот пакет, это даже не весь парацетамол, который у меня есть, это то, что мне надавали в госпитале. У меня еще мои несколько пачек лежат дома. У меня тут есть, я брала с собой фенистил-гель от зуды и укусов. Ну, думала, что если меня комарики подцапают, либо что-то такое, я им намажусь и все пройдет. За полгода пребывания в Таиланде меня не кусали ни разу. То есть меня кусал какой-то там парочку комариков, но укусы были вот какие-то, они даже не чесались. То есть русский комар, если он цапнет, то тебе как разнесет ногу, короче. А вот тут, конечно, тоже такие существа есть, но я с ними не сталкивалась. Баночка панкреатина у меня с собой нужна была мне только на первое время, когда я привыкала к новой еде, и мой желудок не хотел вообще ее воспринимать. Первое время такое было. Что касается всяких обезболивающих, антитемпературных, вот у меня тут ибупрофен, всякие нурофены, это все есть в Таиланде, и называется оно точно так же. Тут вообще париться не надо. И тут нет зеленки, по-моему, есть даже зеленка. Есть йод, он выглядит вот так и называется бетадин. Я надеюсь, что вы там оттуда видите. Вот, бетадин у него тут написано, маленькая такая колбочка. Это все, что я взяла с собой. Сейчас показать. Вообще аптеки на Пхукете в туристических местах есть просто на каждом углу. При том, что большинство фармацевтов нормально разговаривают на английском языке. И если вы придете и там на простуду покажете вот это, вам дадут мазь, нормальную мазь. Если вы покажете, что у вас там ушиб где-то, либо живот болит, и как-то сможете объяснить, ну, в принципе, вам дадут таблетки. Но опять же, страховка решает все эти вопросы просто так. Но в полевых условиях, если, допустим, вам нужны какие-то определенные таблетки, вы знаете, как они звучат на русском, да, как они называются на русском, идете в интернет, просто смотрите активное вещество, первое в этих таблетках, оно обычно так и пишется, активные вещества, и там указывается, да, какой процент содержания его, и просто ищите купить, ну, вот это вот название в Таиланде, да, аналоги вот это название и в Таиланде. В принципе, я так и находила большее число всяких таблеток, которые мне вдруг были нужны. Ну, их было, кстати, немного. То есть я вбивала просто активное вещество и купить в Таиланде. На форуме, там же на форуме Винского очень много информации по этому поводу.
Обязательно, конечно, в Таиланд стоит вести именно те таблетки, которые вам прописывает врач, то есть вам нужно какой-то курс пропить, какие-то специфические таблетки, гормональные, там, я не знаю, от астмы что-то, там какие-то пшикалки, от аллергии, да, если что-то нужно, это нужно вести с собой. Если у вас какие-то там хронические заболевания, что-то такое. А вот всякие обезболивающие, всякие мази с пантенолом, их тут просто вот на каждом шагу. Парацетамолов, там всяких нурофенов, вообще не составляет труда их здесь найти. Тоже касается всяких бинтов, всяких повязочек, пластырей, даже, ну, как бы, штук для женской гигиены, их тут, ну, просто масса, и об этом вообще волноваться не надо, я не знаю, то есть люди, ну, прям основательно готовятся и везут все это дело целыми пачками. Единственное, из таких общих вещей я бы посоветовала, наверное, привезти с собой побольше хлоргексидина, потому что здесь я его не нашла в Таиланде, нашла только перекись водорода, но ей обрабатывать раны было не очень удобно. И если вы, кстати, знаете аналог хлоргексидина или продается ли хлоргексидин в Таиланде, потому что я, насколько знаю, он только в таблеточках, такой растворимый, или мирамистин, посоветуйте, потому что я ничего такого не видела и даже читала в интернете, почему-то не нашла. Поэтому все таблетки, которые я привезла с собой, уедут, наверное, со мной или останутся здесь, я не знаю, потому что когда у меня болел живот, я ехала в госпиталь, и мне выписывали антибиотики и всякие сопутствующие препараты. Кстати, видео про страховки и как мы были в госпитале, вот тоже тут ссылку на него оставлю, придите, посмотрите. Вот. Когда у меня была ангина, я ехала в больницу, мне выписывали, опять же, антибиотики, всякие пшикалки, спреи. Тут с этим вообще никаких проблем нет. То есть, если у вас есть страховка, в каждом госпитале есть фармацевтический отдел, и вам там сразу дают таблетки и всякие штуки ровно в той дозировке, которая вам нужна, ни больше, ни меньше. Так что я, конечно, не знаю, я думаю, что молодых мам я не смогу переубедить вот этим вот своим, что таблетки вести не надо. Опять же говорю, какие-то специфические таблетки, прописанные специально для вас, их обязательно берите. Это, тут даже думать нечего. А вот всякие обеззараживающие, обезболивающие, они там... Но вот это все оставьте дома. На самом деле у меня вот аптечка, она вот была размером, наверное, вот так вот этот пакет, и она занимала место. И меня это немножко... Я, короче, жалею, что я столько места заняла этой аптечкой. Позаботьтесь только о страховке, если едете с детьми. Это вот прям... Это первое, о чем нужно позаботиться. Страховка для детей, она обычно стоит дороже, чем для взрослых. Ну, на детях и на их здоровье экономить не стоит, и на своем тоже... безусловно, не стоит экономить. Вот. Поэтому я вам желаю, когда вы приезжаете в Таиланд, быть здесь здоровыми. И будет отлично, если вы в госпиталь в тайский вообще не попадете, там нет ничего интересного. Поэтому будьте здоровы, кушайте здесь побольше фруктов и пейте поменьше алкоголя, наверное. И я думаю, что всякая зараза вас не коснется. И что касается всяких лихорадок, вот этой штуки, мы здесь с этим не сталкивались, и, в принципе, никто из наших знакомых с этим тоже не сталкивался. Так что та вездесущая денgue, которой все пугают, никто из моих знакомых и даже из моих подписчиков, с которыми я общаюсь ВКонтакте, никто с этой штукой не сталкивался. Единственная мера безопасности, наверное, не ходить в джунгли, а если идете в джунгли, маяться со всякими репеллентами, там всякой штукой. Отвлеклась от темы. Вот. В принципе, на этом видео, я думаю, можно закончить. Будьте здоровы. Обязательно приезжайте в Таиланд. Он не настолько страшный, как о нем рассказывают, да, что тут инфекции на каждом шагу. Я видела вот эти инфекции на каждом шагу. Они, знаете, откуда появляются? Вот сидит женщина, жрет креветки грязными руками, просто их вот облизывая. Вот отсюда инфекции появляются. А вот всякие, то, что пугают, рассказывают, там, в питьевой воде, там, гепатиты, все дела, я не знаю. Ни с чем этим не сталкивалась, и я уверена, что не предоставится мне возможность. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, если они у вас остались. И пишите свои советы, какие-нибудь рекомендации по поводу того, что все-таки, может, стоит с собой вести. Вот. И всем пока!